И он как раз недавно сбежал из психбольницы. Всем привет, дорогие друзья! Меня, как всегда, зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня, пусть даже и с небольшой задержкой, я подобрала для вас интересную, страшную историю из реальной жизни. А если вы хотите поделиться со мной своей историей, то, пожалуйста, пишите мне ее в комментариях под этим видео, либо мне в директе Инстаграма. Я всегда все ваши истории читаю и стараюсь на них отвечать. Как и вообще комментарии. Ну и в Инстаграме у меня там сторис каждый день, всякие интересные истории из жизни в Париже, мини-влоги, вот это вот все. Переходите, чекайте, всегда можно отписаться. А также можете заранее поставить лайк под этим видео. Что ж, давайте же приступим. Напоминаю лишь, что все истории я рассказываю от первого лица, несмотря на то, что многие из них произошли не со мной, не в моей личной жизни, и история, которую я сейчас буду рассказывать, не исключение. Давайте же начнем. Хочу рассказать свою правдивую историю, что произошло со мной, когда мне было 12 лет. А история эта произошла, на удивление, 14 февраля, около 10 часов вечера. Но начнем с предыстории. Это было начало Нового года. Мы тогда жили в очень безопасном, таком богатом районе. И у нас был охранник, который проезжал мимо домов каждые 2 часа. Жили мы в частном доме, как и все наши соседи. И наши дома находились на такой как бы частной резиденции. Чтобы туда попасть, надо было приложить карточку, чтобы поднялся шлагбаум. Только так можно было попасть на нашу улицу. Как я уже сказала, это было очень безопасное место, ну, по крайней мере, мне так тогда казалось. И в начале того года мои родители, как и другие соседи, собрались все вместе, чтобы познакомиться с новым местным охранником. Так случилось, что старый охранник ушел на пенсию прямо перед Рождеством. Мы даже устроили в честь этого вечеринку, где были все соседи, и было такое целое празднование, ведь он работал на нашей улице около 20 лет. Вскоре этот новый охранник начал знакомиться со всеми соседями. И мы все были очень рады, что раньше он работал в полиции. Это придавало нам уверенности, а ему особой чести. Казалось, что он настоящий профессионал своего дела и действительно беспокоится о безопасности местных. Затем прошло несколько недель, и у моих родителей начались небольшие трудности. Я стала замечать, что они все чаще и чаще ссорятся. Последние несколько месяцев они не переставая ссорились, и дело становилось только хуже. Мои родители также заметили, что мне от этого очень тревожно, ведь я действительно сильно за них переживала, и их постоянные ссоры и какой-то хаос в доме оказывали на меня сильное влияние. Тогда моя мама осознала, что я тоже за них очень переживаю. Они оба подошли ко мне и дали обещание, что обязательно постараются разобраться в ситуации как можно быстрее, разработать, так сказать, план, а также обратятся к семейному психологу. И чтобы я за них поменьше переживала. Ведь так или иначе они будут меня любить. На семейной терапии им психотерапевт предложил, как я понимаю, побольше времени проводить вместе. И так как совсем скоро был День Святого Валентина, они решили, что им стоит вместе пойти куда-нибудь и устроить романтический вечер. Вскоре это стало идеей фикс. Ну и вот, когда наступил День Святого Валентина, они начали готовиться к свиданию, но вдруг все пошло наперекосяк. Моей маме вдруг резко позвонили. Это была моя няня. Она позвонила и сказала маме, что не сможет прийти, ведь заболела. Мама уже собиралась отменить весь вечер и их свидание, пока папа не сказал, что ведь они уже оба одеты, вечер был оплачен и запланирован. Было бы очень обидно все пропускать. И папа спросил меня лично, не смогу ли я остаться одной всего на эту одну ночь, ведь он как раз поговорил с охранником. С этим новым охранником, назовем его Степан. Папа попросил Степана приглядывать за мной и проверять каждый час вместо обычных 2 часов. Ну, в общем, вы поняли, присматривать, все ли у меня в порядке. И на самом деле мне было абсолютно нормально.
Я чувствовала себя в полной безопасности, ведь доверяла этому Степану. К тому же у нас на дороге на улице были камеры, и я как раз недавно просила Степана проверить, все ли правильно работает. А еще у нас на заднем дворе, в нашем так называемом садике, тоже были камеры, которые уже принадлежали нам. Одна камера находилась прямо на крыльце, а вторая на задней части двора. Также мы очень хорошо ладили с соседями и часто помогали друг другу. Да и я для своего возраста была тогда уже достаточно взрослой и самостоятельной. Наверное, в отличие от любого другого подростка 12 лет, я была достаточно развитой, могла сама за себя постоять, приготовить себе что-то и не боялась оставаться одна. Было уже часов 6 вечера. Мои родители ушли спустя пару минут, как мне доставили пиццу. Я была полностью готова, чтобы провести эту ночь в одиночестве. Более того, я даже радовалась этому. Во-первых, мне было приятно думать, что мои родители пытаются как-то наладить свои отношения. А во-вторых, я также радовалась остаться одной. Я чувствовала себя как в фильме «Один дома». Весь вечер я тогда уже себе распланировала. Так что я была к этому полностью готова. Я собиралась начать свою ночь с просмотра фильма ужасов, а затем поиграть в комп. Я была уверена, что вечер пройдет очень быстро, ведь у меня было много планов и дел. По крайней мере, мне так казалось. А на самом деле эта ночь оказалась, наверное, самой длинной в моей жизни. Когда я доела пиццу, я поставила фильм на паузу, чтобы пойти на кухню и взять себе шоколадку. Как только я спустилась на первый этаж на кухню, вдруг раздался странный звук. Он доходил с задней стороны дома. Звук был настолько странным и непривычным, что я аж открыла дверь на кухне, чтобы получше его расслышать. Но как только я открыла дверь, звук прекратился. Даже тогда я подумала, что это очень странно. Так как я больше не слышала никаких шумов и звуков, я закрыла дверь, проверила, закрыта ли входная дверь и вернулась в гостиную. Я продолжила смотреть фильм, теперь уже наслаждаясь шоколадкой. Во время просмотра фильма я глянула в сторону окна. Там я увидела машину, которая медленно проехала мимо моего дома. Я сразу же узнала в ней машину охранника. Я подумала, что это тот самый охранник Степан, что патрулировал ночью. Когда я увидела машину, я почувствовала себя комфортно, ведь я знала, что я в полной безопасности. Я думаю, именно благодаря этому я так сильно ослабила свою бдительность. После окончания фильма я почувствовала себя весьма разочарованной. Мне было совсем не страшно, а я так хотела испытать вот этот особенный страх после просмотра ужастика и почувствовать прилив адреналина. Из-за этого, чувствуя себя немного раздраженной, я вновь отправилась на кухню, чтобы взять еще немного шоколада. Я запланировала поиграть с друзьями по сети где-то в 9:30, поэтому у меня оставалось где-то еще 30 минут, чтобы убить время. Я собиралась залипнуть в телефон, как вдруг вновь услышала звук. В этот раз гораздо более отчетливо. И так как в этот раз я гораздо лучше расслышала звук, я поняла, этот звук был похож на что-то связанное с клоунами или, знаете, такими музыкальными шкатулками. Если у вас когда-то был в детстве попрыгунчик, знаете, вот такая вот игрушка, она издавала очень специфический звук, вот очень похожий на это. Я знаю, потому что однажды в гостях у родственницы был такой. Меня он еще тогда сильно пугал. Звук мне этот не давал покоя. Я надела ботинки и решила выйти на задний двор, чтобы разобраться, откуда он идет. Как ни странно, мне тогда было совершенно не страшно. Я включила фонарик на телефоне, и я надела ботинки и пошла разбираться с фонариком. И ходила я с этим телефоном, фонариком освещала весь наш сад, пытаясь разобраться, откуда идет звук. Как вдруг в одном из кустов я заметила очень странную игрушку. Это был снежный шар, но он был
размером с гигантский футбольный мяч. Сбоку у этого снежного шара торчал ключ. Я повернула ключ, и шар начал играть мелодию. Это была та самая мелодия, которую я слышала на кухне, а затем в гостиной. Только она казалась медленнее и тревожнее. Я наблюдала за этой странной, назовем это, игрушкой, но когда музыка стала подходить к концу, вдруг резко из этой игрушки раздался какой-то клоунский смех, и там светилось такое размазанное лицо клоуна. Это был злой, страшный смех, и лицо это меня очень сильно напугало. Такой игрушки, или как это назвать, я еще никогда не встречала. В этот момент батарея моего телефона как раз села, и он выключился вместе с моим фонариком, из-за чего я здорово испугалась. От страха я выронила этот шар, и он вдребезги разбился прямо на газоне. Я на дрожащих ногах вернулась в дом. Я тогда очень сильно испугалась и сразу же позвонила охраннику Степану, ведь у меня был его номер на случай чего-то необычного. Ко мне подъехал этот самый Степан. Я рассказала ему, что произошло. Он пошел проверить наш задний двор. Никакой игрушки, никаких следов от разбитого шара там не было. Это так странно, ведь я четко видела стекло, но его там больше не было. Он сказал, что посмотрел на записи камер, и всю ночь никого ни в нашем дворе, ни на улице не было. Он спросил, хочу ли я, чтобы он позвонил моим родителям. Я почему-то испугалась, что испорчу им вечер, и что они в итоге разойдутся и разведутся, и попросила ему ничего им не говорить. Также сказала, что ладно, все в порядке. Он, в свою очередь, сказал, что постарается почаще проезжать мимо моего дома и получше проверять, все ли у меня в порядке. Также он сказал, что я могу с ним связаться, как только почувствую себя в небезопасности. Или если я вдруг услышу что-то странное. Также сказал мне не выходить из дома. А еще он упомянул, что многие наши соседи тоже в этот день находятся не дома, а где-то гуляют, и что он собирается проверить их дома. Честно говоря, я думаю, что он тогда был даже рад, что у него было больше работы, ведь обычно у нас абсолютно ничего не происходило, поэтому мне кажется, что по большей части его работа была очень скучной. Позже я подумала, что все-таки, когда родители вернутся, я все расскажу и попрошу папу посмотреть на записи с камер еще раз. Именно с камер, которые были нашими личными камерами. Ведь одна, как я уже упомянула, находилась именно в этом заднем дворе. Степан посидел со мной минут 20, пока мои друзья не пришли и мы не пошли играть в комп. Пока мои друзья не позвали меня все-таки играть в комп. Компьютерные игры должны были меня занять на всю оставшуюся ночь. Когда до 9:30 оставалось всего несколько минут, Степан ушел. Я играла в комп с друзьями около 30 минут. Мы смеялись, оскорбляли друг друга. Как вдруг у меня пропал Wi-Fi. Я пошла перезагружать свой Wi-Fi, но он ни в какую не включался. Я была очень разочарована и зла на всю эту ситуацию, поэтому решила залипнуть в свой телефон, но вдруг заметила, что я забыла его зарядить. Из-за злости я бросила телефон на диван, как типичный подросток 12 лет. Пока я жалела себя, ведь я осталась без интернета и без телефона, вдруг я услышала сильный стук, который доносился со стороны входной двери. Я пошла открывать дверь, ведь думала, что это Степан. Когда я открыла, там никого не было. Я закрыла дверь, вдруг вновь стук. Но это уже не было похоже на обычный стук, скорее на удар молотком или чем-то тяжелым, как будто бы кто-то пытался вломиться к нам в дом. Я очень запаниковала, побежала на второй этаж. Я выглянула из окна и начала кричать этому человеку, чтобы он убирался, ведь я вызову охрану и родителей. Стук резко прекратился. Далее я увидела человека, что отходил от моего дома. На нем была маска клоуна. Причем она была какой-то расплавленной, очень похожей на ту, что я видела на этом снежном шаре. И вообще на нем был большой наряд клоуна с такими гигантскими клоунскими ботинками, а в руке
был молоток. Человек в костюме клоуна шел очень странной походкой, то есть он смотрел на меня и шел назад. Я сразу же бросилась к домашнему телефону, чтобы позвонить Степану, но тот не отвечал. Я позвонила родителям и поняла, что телефон не работает. Нету связи. Затем я на полной панике, в истерике, со слезами на глазах схватила самый большой кухонный нож и выглянула в окно. Там никого не было. У меня вскоре началась паническая атака. Мне было нечем дышать, и становилось все хуже и хуже. И я попросту начала терять сознание. И следующее, что я помню, это то, что я очнулась в больнице. Там уже были мои родители, мама меня обнимала и плакала. Они сказали, что вскоре вернулись домой и увидели меня на полу без сознания, поэтому сразу вызвали скорую. А у меня был самый настоящий сердечный приступ. В 12 лет. Врач сказал, что если бы они не вернулись домой раньше, возможно, меня уже было бы не спасти. В больнице также меня ждал полицейский. Я еле-еле, но все-таки рассказала ему, что произошло, а он, в свою очередь, успокоил меня и сказал, что он кого-то арестовал. И позже, уже когда мне стало получше и меня выписали из больницы, мои родители рассказали мне, что по-настоящему произошло. В общем, оказалось, что Степан этот был педофилом. И он как раз недавно сбежал из психбольницы. Раньше он жил где-то далеко на севере, и полиция уже несколько недель его искала. Они сами даже не знают, где именно он достал себе поддельные документы. Также на нем был парик и большие очки. Он притворялся, что ранее работал в полиции, ведь именно так получить работу охранником было еще проще. У самого этого Степана, которого, конечно, звали совсем не так, были очень хорошо развиты именно навыки взлома. Он был гением в этом деле. И так случилось, что своей жертвой он выбрал именно меня, ведь он знал, что в эту ночь у меня не будет няни, а мои соседи тоже уехали праздновать День Святого Валентина. Видимо, он решил, что это судьба. Он не смог устоять перед искушением этой ночи. Но он не рассчитал, что мои родители вернутся настолько раньше. Оказывается, мои родители увидели его еще когда он стучал молотком по двери. Затем родители вызвали полицию. Мой папа вообще сам его задержал. Ведь, напоминаю, на этом Степане были гигантские клоунские ботинки, в которых, видимо, ни бежать, ни сопротивляться было очень неудобно. А мама побежала наверх проверять, все ли у меня в порядке. Также на записях камер видеонаблюдения было видно, что это именно он положил этот снежный шар, эту странную игрушку у нас в саду. И эту запись мы передали полиции. Он вроде как находится в тюрьме и вряд ли оттуда скоро выйдет. Когда его задержали, при нем нашли эту самую игрушку. А приговорили его как раз за побег, за попытку взлома и нападение на меня. Надеюсь, он никогда не выйдет из тюрьмы. Такая вот история, дорогие друзья, действительно страшная, жуткая и неприятная. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этой истории. Также я жду ваших историй и ваших комментариев. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Переходите в Инстаграм и Телеграм и так далее, нажимайте на колокольчик. Мы с вами увидимся совсем скоро. Кстати, у меня еще вышел недавно рил с небольшой распаковочкой с Шиина, поэтому можете глянуть и лайкнуть, мне будет очень приятно. Всем спасибо большое, еще раз говорю, увидимся с вами совсем-совсем скоро. Пока-пока!